Привет, друзья! Сегодня готовим необычное печенье лотос. Это традиционная праздничная выпечка в Китае. Печенье идеально подходит для подарка на любой праздник. Порадуйте себя и своих близких и любимых людей. Готовлю первое цветное тесто. В миску высыпаю муку, добавляю сахар, куркуму и сливочное масло. Руками замешиваю тесто. Масло у меня постояло при комнатной температуре 1 час. Вот такое мягкое, пластичное, слегка липнущее к рукам тесто должно получиться. Кладу в пакет и убираю в холодильник, а в это время буду готовить второе тесто. В миску всыпаю муку, добавляю соль, сахар и кусочек сливочного масла. Рукой перетираю до мелкой крошки. Вливаю воду и замешиваю тесто. Тесто мягкое, нежное и не липнет к рукам. Его также накрываю и убираю в холодильник. Цветное тесто немного охладилось, его достаю, раскатываю и делю на 24 равные части. Из каждой части скатываю шарик и кладу на тарелку или блюдо. Накрываю и убираю в холодильник. С белым тестом поступаю аналогичным образом, раскатываю и делю на 24 равных кусочка. Также скатываю шарики и перекладываю их на блюдо, там где у нас уже есть заготовки из цветного теста. Накрываю, чтобы не заветривались, и беру 2 шарика, цветной и белый. Белый раскатываю в круглую лепешку, в середину кладу желтый шарик и защипываю края. Такие действия дают слоистость готовой выпечки. Также можно обойтись и без скалки, просто придавив белый шар рукой. Так поступаю со всеми заготовками. Отправляю в холодильник на 10 минут, затем достаю и каждый шар раскатываю до овальной продолговатой формы. Затем сворачиваю в трубочку. Таким образом поступаю со всеми заготовками и снова охлаждаю минут 10. Затем снова каждый рулетик раскатываю, придаю овальную форму и скручиваю трубочкой. Отправляю в холодильник и готовлю начинку. Любые орехи необходимо измельчить до мелкой крошки. К орешкам добавляю сахарную пудру и перемешиваю. Вливаю белок и снова размешиваю. Если масса будет жидковатой, можно добавить пол чайной ложечки муки. Начинка готова. Вернемся к тесту. Берем 2 заготовки и раскатываем каждую из них в небольшой кружочек. Соединяем их в пару, то есть у нас было 24 заготовки, а стало 12. Теперь приступаю к формированию печенья. В середину выкладываю начинку и защипываю края. Переворачиваю и немного округляю. Так формирую все оставшееся печенье.
Сверху острым ножом делаю 4 надреза. Старайтесь разрезать все слои теста, желательно не касаясь самой начинки. Также можно использовать лезвие. Печенье выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. После выпечки по желанию можно присыпать сахарной пудрой. Печенье получается слоистым, хрупким, нежным и в меру сладким. Друзья, желаю вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и до новых встреч!